Но слушайте, получается неплохо. То есть можно использовать легально чат GPT, бесплатную платную версию, без всяких вот телеграм-каналов, причем с сохранением полностью своей истории, то есть с введением в курс, и еще и использовать все это даже на мобильном телефоне без VPN. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, я достаточно давно уже использую чат GPT. Сейчас в последнее время я стал использовать чат GPT последней, четвертой версии, оплачиваю подписку, все окей, все работает, мне все устраивает, мне все нравится. Но я часто слышу и вижу в комментариях под своими видео, что люди не могут зарегистрироваться в том же чат GPT, и в итоге они ищут какую-то альтернативу. Обычно альтернатива, которая первая людям приходит в голову, это использовать различные чаты. Либо они заходят в App Store, нажимают чат GPT и скачивают какие-то приложения, где необходимо оплачивать большое количество денег за как бы минимальную работу чат GPT. И я долго искал альтернативу чат GPT. Ее, к сожалению, нет. Да, давайте будем честны. По такому же функционалу, как чат GPT, его в принципе пока на сегодняшний день, вот на момент съемки этого видео, на рынке нет. Но есть телеграм-каналы, да, которые позволяют вам использовать вроде бы как чат GPT, но, во-первых, там чат GPT версия 3,5, во-вторых, это все равно будет платно. То есть рано или поздно с вас любой автор телеграм-канала попросит заплатить. И там сумма значительно больше, чем вы использовали бы стандартную подписку чат GPT и применяли бы, соответственно, в работе своей именно чат GPT. Но я нашел сервис. Ну как нашел? Я просмотрел интервью с парнем, который был у Дудя, Николай, не сейчас, извиняюсь, вылетело из головы, здесь будет написано, кто это. И он в одном из своих интервью вскользь прорекламировал свой сервис. Ну, как свой, то есть они вложились в этот сервис в качестве венчурных инвестиций в самом начале. И он активно этот сервис как бы рассказывал о нем, что он сам даже платит подписку в этом сервисе, что его все устраивает. И в принципе он также использует чат GPT. И в принципе этот сервис хорошая альтернатива в данный момент как бы чат GPT. Он работает на базе чат GPT, но в нем еще есть преимущество, что он не врет, как Николай говорил, но и в видео я посмотрел, что все-таки он где-то может привирать, то есть он может уходить в себя. Но в этот сервис на каждый ваш запрос, который вы ему посылаете, он присылает вам ссылки, соответственно, с доказательством того, что эта информация, которую он выдал, она реальна. Я решил протестить этот сервис, но, знаете, было бы, наверное, скучно там протестить его и потом поделиться своим мнением по этому сервису. Поэтому я только что зарегистрировался и решил записать видео, чтобы показать, стоит либо не стоит использовать этот сервис. Сервис называется Perplexity, значит, регистрация там доступна всем. Значит, также сервис доступен в App Store, то есть вводите там также название Perplexity и, соответственно, скачиваете приложение, все работает, регистрация даже у меня прошла с моей русскоязычной почты, да, что с сервисом искусственный интеллект достаточно сложно иногда бывает. Но здесь без проблем как бы все вошло, все зарегистрировалось. Единственное, там не нужно придумывать какие-то пароли, вам скидывает ссылку для входа на вашу электронную почту, и вы уже заходите. Значит, после этого вы попадаете вот в такой вот интерфейс. Значит, в чем преимущество этого сервиса? Этот сервис работает на базе чат GPT, то есть, грубо говоря, это чат GPT, но с какими-то улучшенными либо доработанными функциями. Конечно, здесь тоже есть платная версия, я пока не покупал, но хочу потестить вот сейчас с вами, а потом дальше уже посмотреть и, возможно, да, приобрету платную версию, если мне все будет устраивать. Но я пока вполне пока меня устраивает именно чат GPT. Значит, какие-то вопросы задавать я здесь, наверное, большого смысла не вижу, но мы тоже с вами протестим, посмотрим, скинем ему пару вопросов. Значит, в чем же здесь главное преимущество по сравнению с теми же там телеграм-каналами? Во-первых, телеграм-каналы все видят все вопросы, которые вы задаете. Этот сервис не видит те вопросы, которые вы задаете, и, соответственно, вы здесь общаетесь. Во-вторых, он чуть быстрее работает именно на русском языке. Я посмотрел несколько видео, обзоров на YouTube, и
какой-то там подробной информации не нашел, но говорят, что он чуть быстрее работает, соответственно, чем ChatGPT на русском языке. В принципе, это уже хорошо. Этот сервис есть приложение, мы можем скачать приложение, использовать его где угодно, когда угодно. И плюс есть возможность подключиться, бесплатно подключиться к ChatGPT 4, но для этого необходимо задавать всего 4-5 запросов в течение 4 часов. То есть, если вы решили, что вас не устраивает какой-то ответ от версии GPT 3.5, который здесь идет в базе в бесплатной версии, то вы можете задать, соответственно, более сложный вопрос в версии четверки, и в течение 4 часов вы можете задать, соответственно, 5 запросов к четверке и получить, соответственно, от них ответ. Для этого необходимо вот CapLot переключить и, соответственно, уже получите в этом случае вариант. Значит, здесь он также говорит, что вы можете задавать любые вопросы, в том числе он показывает, что и математические вопросы, физические вопросы тоже можно задать и, соответственно, получить на эти вопросы ответы. Значит, по интерфейсу здесь, значит, мы можем создать вопрос, то есть Ask Anything, можете спросить что-нибудь. Это раздел Home. Есть раздел Discovery. Это новости, которые в данный момент переходят, которые в данный момент, соответственно, интересует людей во всем мире. В принципе, да, удобно. Здесь также можно задать какой-то вопрос, либо отслеживать ветку новостей в данном направлении. Здесь, как я понимаю, рейтинг тех самых запросов, тех самых новостей, плюс рейтинг того, что интересует людей во всем мире вот именно в данный конкретный момент времени. Мне кажется, такая штука тоже интересная. Посмотреть, да, вот здесь на первых местах Илон Маск, на третьем месте Роналдо, который подал в суд на Binance на 1 миллион долларов, соответственно, подал в суд на Binance. И также есть информация то есть искусственный интеллект, который интересуется Amazon работает с чат-ботами. Значит, то есть здесь новости, которые интересуют мир в данный момент времени. Это очень, как бы удобно, да, захотел что-то почитать, что-то свеженькое, зашел сюда, нашел всю эту информацию. И есть библиотека. Библиотека, как я понимаю, это если вы зайдете по какой-нибудь новости, то у вас тут же эта новость начнется отображаться в библиотеке, то есть либо мы сюда можем добавлять, но это наши, скорее всего, запросы, да, какие-то, которые мы, соответственно, смотрим. Окей, значит, здесь мы можем еще спросить на основе этих новостей, то есть если нам что-то стало непонятно, мы можем, соответственно, спросить, и нам выдаст информацию по этому вопросу, выдаст искусственный интеллект, то есть его мнение, может быть, либо еще что-то, он выдаст нам, соответственно, эту информацию. Ну окей, нас как бы новости мало интересуют, нас больше интересует, как мы это все можем применять в маркетинге. А в маркетинге мы можем применять именно вот ChatGPT, который здесь встроен. Также есть возможность перейти на платную версию. Я не совсем, кстати, понял, что они предлагают в качестве платной версии Perplexity. Значит, больше полных ответов, больше 300 ответов в день. Ну, можно посмотреть, почитать, что это такое. Безлимитная загрузка файлов. Можем безлимитно спрашивать по файлам, можем спрашивать более мощных моделей. То есть мы можем у ChatGPT 4 задавать ему больше 300 вопросов в день. Да, это тоже интересная штука. И можем использовать API с открытым исходным кодом. Значит, есть месячный тариф и есть годовой тариф. В годовом тарифе мы сохраняем больше $40. Значит, здесь можем посмотреть, что происходит, если мы выбираем платную версию. И здесь можем посмотреть видео, да, которое рассказывает нам про платную версию. Окей, значит, давайте просто ради интереса сравним, да, какие-нибудь запросы зададим. Значит, я подготовил запрос. И давайте попробуем
переключимся сначала вот на обычную версию Perplexity и, соответственно, попросим его дать нам контент-план на неделю. Да? Достаточно быстро он совсем справился. Значит, к понедельнику, помните, мы как-то делали запросы к Яндекс.GPT, к чату GPT и смотрели, кто из них лучше справится с созданием контент-плана. Значит, тогда чат GPT справился лучше. Вот здесь же я могу сразу же также сказать, что здесь тоже чат GPT, скорее всего, справится лучше, потому что Perplexity нам дал достаточно такой примитивный вариант ответа. Да? Этот, кстати, вопрос тут же появился в нашей библиотеке. Давайте я попрошу его переключиться на 4-ю версию и, соответственно, в 4-й версии также дать ответ. Сейчас он подумает, какие основные цели вы хотите достичь с помощью контент-плана. Смотрите, да, уже интересно, он меня спрашивает какие-то новые вопросы, то есть привлечение новых клиентов, удержание существующих клиентов, повышение узнаваемости бренда. Давайте повышение узнаваемости бренда. То есть он теперь задает нам уточняющие вопросы для того, чтобы создать тот самый контент-план, который он хотел создать. И дальше мы с вами сравним вот эти вот два контент-плана. Единственное, да, я его попросил сделать в виде таблицы. Здесь он мне расписал просто не в виде таблицы. Давайте попросим его сделать это в виде таблицы. Сделай это в виде таблицы. Укажите количество постов в неделю для каждого дня. Давайте по одному посту, давай по 2 поста в неделю для каждого дня. По 2 поста в день для каждого дня. И, к сожалению, не могу создать таблицу в формате, который вы запросили. Однако я могу предоставить вам контент-план для Instagram на неделю для ниши дизайна в текстовом формате. Да, видите, он не умеет, соответственно, использовать таблицы. Да, здесь, в принципе, да, вот можно, конечно, все это вручную переписать, но давайте посмотрим на качество самого контент-плана. Так как говорю, что он работает с чат-GPT, то качество должно быть примерно такое же. Значит, понедельник, пост с фото или видео интересного дизайнерского проекта с описанием особенностей и преимуществ, стори с опросом, какой стиль интерьера вам нравится больше всего, современный или классический. Здесь, помните, да, то же самое, когда мы использовали Яндекс, он нам публиковал только посты. Здесь он нам говорит еще и подсказывает со сторис, то есть какие сторис еще, соответственно, публиковать. Публикация советов по выбору качественных материалов для ремонта дизайнера интерьера. В принципе, да, 3,5, может быть, чуть выше версия, поумнее, чем 3,5. Таблицу он не умеет делать, мы можем, соответственно, использовать какие-то дополнительные вопросы, да, которые он нам предлагает. Значит, давайте попросим чат GPT-4 сделать то же самое. Просто ради интереса сравним. Значит, чат GPT-4 говорит, что он рад нам помочь. Вот, не задает никаких уточняющих вопросов. И создает таблицу. Чат GPT нам создает таблицу, где прописывает день недели, тему поста, описание и цель контента. В принципе, да, тот же самый запрос, тот же самый вопрос, который мы спрашивали при сравнении Яндекс.GPT, чат-GPT, и практически ничем не отличается ответ. Здесь же в Perplexity, да, еще раз говорю, что здесь в текстовом формате без таблицы, но в принципе неплохо. Значит, я не буду затягивать это видео, я скину, наверное, ссылку на Perplexity. Здесь больше так-то по большому счету смотреть нечего. У них есть версия для Android, версия для iOS. Есть возможность искать, поставить приложение в Chrome для поиска и использовать, соответственно, уже непосредственно в самом браузере Chrome. Потестировал, посмотрели мы сейчас с вами, все прекрасно работает, по крайней мере, вот для каких-то новостей, для какой-то информационной повестки я, в принципе, наверное, скорее всего, его буду использовать. Также я его дам своим детям для того, чтобы они могли без проблем с телефона заходить, не боясь включить-выключить VPN, чтобы не боясь быть заблокированным
в качестве IP-адрес, чтобы у них не был заблокирован, потому что они могут забыть. Вот, и они уже могли юзать и использовать, соответственно, чат GPT 3.5 версию с переключением на 4, и все это использовать бесплатно. По платным тарифам там есть, конечно, вопросы. Может быть, есть смысл перейти, но это уже сами посмотрите. Если вам понравилось это видео, кликните «Мне нравится» под этим видео. Внедряйте, изучайте, используйте искусственный интеллект. Эта тема реально рабочая. С вами был Герзуевич. Пока.